Пресвятая Дева! Сударыня, куда же? Сударыня, стойте! Стойте! Ну я прошу вас! Остановитесь, сударыня! Подождите меня! Стойте, сударыня! Лекарь. Прелестная хозяюшка. Вы обознались, сударь, я вас не знаю. Зато я вас узнал. Вот уже 2 дня, как я не живу и не существую, а только и делаю, что вспоминаю вас. А куда вы идете? За покупками? Так давайте пойдем вместе. Посмотрите, да ведь это тот самый молодой господин. Тот, который лежал в постели вашей хозяйки? Ну да, Матерь Божья. Может быть. Но я лучше запомнил его рану, чем лицо. А теперь смотри внимательно, Бюсси. Видишь слева? Это и есть тот самый дом, о котором я тебе говорил. Вижу, монсеньор. А окна по-прежнему плотно закрыты. Да, эта дама крепко стережется, или ее очень крепко стерегут. Отсюда на меня выскочили эти бешеные миньоны. Спрячешься там, если какой-нибудь человек войдет в дом, последуешь за ним и узнаешь, кто он такой. А если он закроет дверь на ключ? О, прекрасно, монсеньор. И что прикажете сделать с этим человеком? Только узнать, кто он такой. Бог мой, Реми, ну наконец-то. Проходите, садитесь. Я уже устал вас ждать. Ну? Какие новости, мой дорогой Гиппократ? Говорите, говорите, что вы молчите? Где, монсеньор? На улице Сент-Антуан, черт меня побери. Новости замечательные. Да говорите же, Реми, говорите. Я
Я влюбился, монсеньор. В кого, создатель? Гертруду? Служанку прекрасной дамы. Я всего лишь бедный лекарь, у которого вся практика состоит только в одном пациенте. И приходится производить опыты на существах низшего порядка. Ах, Реми, ты гений. Черт меня побери, ты просто добрый гений, которого послал мне случай. Что с тобой? Вы сказали мне, ты? Я всегда обращаюсь на «ты» к людям, которых я люблю. А разве вам не нравится такое обращение, господин лекарь? Напротив, но мне показалось, что я ослышался. Господи, господин граф, вы хотите, чтобы я сошел с ума? Нет, Реми, не надо сходить с ума. Я просто очень хочу, чтобы ты считал себя принадлежащим к моему дому. Итак, что же тебе рассказала Гертруда? О, она мастерица рассказывать, господин граф. А вам что-нибудь удалось узнать? Мне? Да. Удалось. Смерть Христова. Реми, как ты это проделал? Ну, дело было так. Сначала мы познакомились. Так. А потом мне пришлось поставить диагноз. Ты можешь без загадок, Плут? Ну что ж, могу и без загадок. Ой! Вот однажды вы согнетесь и не сможете разогнуться. Это только начало. Вот сейчас вы обмотаны шерстяным платком, да? И вам вроде бы легче, да? Ну вот скоро, совсем скоро вы будете ходить. Вот Что же делать? надо немедленно начать лечение. Чем быстрее, тем лучше. А в чем же заключается ваше лечение? Нужно растирать спину мазями. Нет, я не согласна. Ну тогда прощайте. Ну подождите, ну нельзя ж так сразу. Ну, я же должна немножко поломаться. Я же честная девушка. Пожалуйста, ломайтесь. Я тоже честный мужчина. Ну и кто же будет растирать? Понимаете, вряд ли вы найдете доктора лучше и дешевле меня. При определенных условиях лечение будет бесплатным. При каких это таких условиях? Ну, понимаете, после утомительных процедур вы будете Что? кормить меня ужином. Ну что, согласны? Или будете ломаться дальше? Не буду ломаться. А как наш молодой господин? Как он себя чувствует? Какой господин? Ну, тот красавец, которого я лечил в вашем доме. А он мне вовсе не господин. Да, но ведь я видел, как он лежал в постели вашей госпожи. И поэтому я подумал... Да нет, бог мой, нет. Бедный молодой человек, да, господи, мы видели его всего один раз, да он вообще никем не приходится. Значит, дама... Моя госпожа замужем, сударь. Ну и что? Можно быть замужем и в это время думать о молодом красавце, даже если его видели только один раз. И особенно, если этот молодой красавец был ранен, внушал участие и лежал в вашей постели. Вот тут и оно. Если уж как на духу, то моя госпожа думает о нем. Мы даже говорим с ней всякий раз, когда остаемся одни. Да? Интересно, о чем это вы с нею говорите? О, сударь, с вашей стороны не скромно задавать такие вопросы. Реми, она так и сказала. Моя госпожа думает о нем. Да. Ну да. Ну, слава чести, так и сказала. Ну, и что дальше? Ну, давай говори. Ну, что дальше? Потом Гертруда
дал мне ключ. И вечером, когда госпожа уснула, я открыл дверь и приступил к лечению. Нас могут услышать. Вы так говорите, как будто мы делаем что-то неприличное. Просто я не хочу, чтобы нам помешали, когда мы начнем это делать. Что? Шутка. Скажите, где болит? Вот здесь. Так. Да. Понятно. Ну что ж, будем лечиться. Сударь, вы что делаете-то? Но я не могу втирать мазь через кофту. Да? Конечно. Ну ладно. Вот так вот мы не договаривались. Мы будем лечиться или нет? Когда ты исповедуешься перед священником, ты думаешь, что он мужчина? Нет. Так вот, лекарей и священников не стесняются. Да, действительно. Ну ладно. Да, приятель. Я вижу, ты парень не промах. Ну и как? Крепость. Пала. Сударь, я давал клятву Гиппократа не разглашать тайн, касающихся моих пациентов. Ну, хорошо. Я надеюсь, что сегодня ночью я войду в этот дом. И думаю, что мои надежды оправдаются. Позвольте мне сопровождать вас, господин граф. Это совершенно исключено. По крайней мере, будьте осторожны. Твой совет ни к чему, Реми. Я славлюсь своей осторожностью.
Гертруда, Я здесь, сударь. доложите госпоже Диане, что мне необходимо ее видеть. Слушаюсь, господин граф. Гертруда, долго я еще буду ждать? Сейчас, сейчас. Проходите, господин граф. Сударыня, Что вам угодно, сударь? я пришел сказать вам, что завтра утром я уезжаю на несколько дней в Фонтенбло. А сегодняшнюю ночь я намерен провести с вами. Сударь, вы помните, о чем мы договорились вчера, прежде чем я стала вашей женой? Мои условия. Либо в Париж приезжает отец, либо я еду к нему. Не надейтесь, что вам и в дальнейшем удастся разыгрывать передо мной роль несчастной жертвы. Вы в Париже, в моем доме. И более того, отныне вы графиня де Монсоро, моя законная супруга. Сударь, если я ваша жена, то почему вы не хотите отвести меня к отцу? Почему вы продолжаете прятать меня от глаз всего света? Вы меня заверили, что как только я стану вашей женой, мне нечего будет опасаться. Вы мне дали слово. Диана, вы превращаете священные супружеские узы в какую-то странную, непонятную для меня игру. Сударь, сделайте так, чтобы я не питала недоверия к супругу, и я буду образцово нести супружеские обязанности. Черт возьми, ну неужели своим отношением к вам и тем, что я успел для вас сделать, я не заслужил полного вашего доверия? Сударь, я думаю, что во всем этом деле вы руководствовались не только моими интересами, но извлекли из него пользу для себя. Ну, знаете, это уже слишком. Вы в моем доме, вы моя жена. И что бы вы ни говорили, но сегодня вы будете моей. Берегитесь, граф. Откройте! Откройте! Откройте дверь, сударыня! Или я выломаю ее ко всем чертям! Только посмейте. Вы найдете меня мертвой на пороге. Я сдержу слово. Успокойтесь, сударыня. У вас есть защита. Сударыня, Откройте дверь, Диана! Вы пожалеете о том, как поступаете со мной, сударыня. Клянусь вам!
Господи, боже мой! Вы что тут делаете, сударь, а? Не кричите, девушка. Ну, кто вы такой? Я пришел помочь вам. Сударь, это вы? Я не знаю, что вы имеете в виду, девушка, но я – это я. Что вы смотрите? Не стойте, не стойте. Давайте несите сюда соли. Я не знаю, что у вас полагается в таких случаях. А прежде всего я должна ослабить шнуровку корсета. А я думаю, госпоже вряд ли понравится, если я это сделаю при вас. Тихо. Она приходит в себя. Успокойтесь. Не волнуйтесь, сударыня. Все уже кончилось. Он ушел. Я погибла. Вы тот самый дворянин. Которому вы спасли жизнь, сударыня. Увы, я была неосторожна и наказана за это. Бог мой, вы сожалеете о вашем великодушии, но почему? Я прошу вас, верьте мне. Не гоните меня, располагайте мной в ваших несчастьях. Но кто вы, сударь? Как ваше имя? Я? Луи де Клермон, граф де Бюсси. Вы? Бюсси? К вашим услугам, сударь. Граф, вы уже, наверное, догадались, что я нуждаюсь в защите. Теперь, когда мне известно, кто вы, я чувствую, что вы тот человек, которому я могу рассказать свою историю. Сударыня, поверьте, в моем лице вы найдете самого внимательного и неравнодушного слушателя. Благодарю вас. Но прежде еще один вопрос. Как вы попали сюда? Я услышал лишь отдельные слова из вашего разговора с господином де Монсоро. Но успел понять, что причина, приведшая меня сюда, связана с той историей, которую вы мне хотите рассказать, сударыня. Говорите. Прошу вас. Хорошо, граф. Я вам все расскажу. Одно ваше имя внушает мне полное доверие. Я много слышала о вас как о человеке мужественном и верном, как о человеке чести, на которого можно положиться. Прошу, садитесь. Я дочь барона де Меридор, единственная наследница одной из самых древних и благородных фамилий Анжу. Простите, сударыня, но я слышал об одном человеке по имени барон де Меридор. Насколько я помню, в битве при Павии он мог избежать пленения, но сам отдал свою шпагу испанцам, узнав, что король находится в плену. И как высочайшей милости просил дозволения сопровождать Франциска I в Мадрид. Он испытал с королем все тяготы неволи. Это был мой отец. Если вы когда-нибудь зайдете в большой зал Меридорского дворца, то вы увидите портрет Франциска I, кисти Леонардо да Винчи. Это подарок моему отцу от короля в награду за преданность. Да, в те времена умели ценить преданность слуг, сударыня. Вернувшись из Испании, отец женился. Первые его дети
Двое сыновей умерли. Их смерть была жестоким ударом для барона де Меридор. Несколько лет спустя он покинул двор и затворился со своей супругой в Меридорском замке. А через 10 лет, после смерти сыновей, словно чудом у них родилась я. Отец испытывал ко мне не просто отцовскую любовь. Он боготворил меня. Когда мне исполнилось 3 года, умерла мать. Это было еще одним ударом для моего отца. Я стала для него всем. Но и он, мой бедный отец, заменил мне все на свете. В то время мы с отцом почти не расставались и часто совершали вокруг замка замечательные прогулки. Вы не поверите, но мы играли и резвились, как дети. И мне казалось, что мой отец молодеет рядом со мной. Я понимала, что являюсь для отца единственным утешением. И мне было радостно сознавать, что я скрашиваю его горести. Меридорский замок окружают леса, принадлежащие герцогу Анжуйскому. В них на воле резвились лань и олени, которых никто не тревожил, поэтому они стали почти ручными. У меня была любимица, лань по имени Дафна. Она ела из моих рук. Я и не подозревала, что моя привольная жизнь должна когда-нибудь кончиться. И вот однажды стало известно, что герцог направил в провинцию своего наместника, что наместник прибыл, и что зовут его граф де Монсоро. У меня сжалось сердце, когда я услышала это имя. Теперь я могу объяснить это ощущение предчувствием беды. В тот день я гуляла одна. Вдруг я услышала звуки приближающейся охоты. Наконец, я увидела их. Охотники гнали лань. Господи, это же Дафна! Постойте! Остановитесь! Постойте! Что вы делаете? Постойте! Не смейте ее трогать! Остановитесь! Постойте! Остановитесь! Охотники загнали Дафну к озеру. Казалось, она была обречена. Но умница Дафна, секунду поколебавшись, прыгнула в воду, решив спастись вплавь. Мне показалось, она спасена. Но один из преследователей, распаленный азартом охоты, бросился в воду вслед за Дафной. Это был Монсоро.
Как ты себя чувствуешь, моя девочка? Уже совсем хорошо, батюшка. Ну, я очень рад слышать это. Ну, садись. Садись. Я пришел сказать тебе, что приехал господин де Монсоро. Господи, что ему нужно? Он привез личное приглашение от герцога Анжуйского. Мы обязательно должны быть у него на балу в Анжерском замке. Но если это необходимо... Да, моя девочка, это необходимо. Я не могу оскорбить его высочество отказом. Диана, граф де Монсоро хочет поговорить с тобой. Пока ты болела, он приезжал каждый день справляться о твоем здоровье. И учтивость требует, чтобы ты вышла к нему и поблагодарила его за заботу. Отец, я боюсь его. Я не могу забыть, как он убил мою бедную Дафну. Но ты не можешь отказаться принять его. Граф достойный человек, и говорят, что он любимец герцога Анжуйского. Он просит разрешения лично принести свои извинения и не успокоится, пока ты не простишь его. Хорошо, отец. Я сейчас выйду к нему. Сударыня, я был в отчаянии, когда узнал, что являюсь причиной вашей болезни. Клянусь честью, сударыня, если бы я знал, если бы я только мог знать, что вы так любите эту несчастную лань, я почел бы для себя за величайшее счастье сохранить ей жизнь. Господин де Монсоро, я сожалею, что причинила вам такое беспокойство, но уверяю, я ни в чем не виню вас. Ведь охота – это так важно для мужчин. И убийство Лани – не преступление для охотника. Сударыня, я уже переговорил с вашим отцом, но все же позвольте мне пригласить вас на бал, который герцог устраивает в замке по случаю своего прибытия. Благодарю вас, сударь. Ради отца я согласилась принять приглашение графа де Монсоро. Я ужасно волновалась, потому что это был мой первый выход в свет, мой первый настоящий бал. Здесь мне предстояло встретиться с герцогом Анжуйским, и я не подозревала, какую роль он сыграет в моей дальнейшей судьбе. Его королевское высочество
герцог Анжуйский. Я рад, что вы откликнулись на мое приглашение, барон. Ваши заслуги не забыты, и легенда о ваших ратных подвигах по-прежнему в ходу при дворе. Боже мой, что это за фея рядом с вами? Это моя дочь, ваше высочество, Диана. Примите мои поздравления, барон. Сударыня, вы могли бы блистать в Лувре. Позвольте предложить вам руку. Вы окажете мне честь, если откроете вместе со мною бал. После бала ко мне неожиданно зашел отец. Что случилось, батюшка? Дитя мое, господин граф де Монсоро просит твоей руки. Господи, я так и знала. Боже милосердный, что с тобой? Что с тобой? Батюшка, я вас умоляю, если у вас есть хоть капля жалости ко мне, умоляю, не делайте этого. Диана, любовь моя, ты же знаешь, что я не только жалею тебя, но и молюсь на тебя. Но предложение господина графа де Монсоро – это большая честь для нас. Он принят при дворе. Батюшка, не надо. Не надо. О, Господи. Батюшка. Успокойся. Умоляю вас. Ну, успокойся. Я клянусь честью, дитя мое, что больше никогда не заговорю об этом замужестве. Успокойся. Благодарю вас. Через несколько дней в Меридоре внезапно появился граф де Монсоро. О, Господи, опять Монсоро, что ему нужно? Сжалось сердце от
Однако граф де Монсоро также внезапно покинул замок. Батюшка, дитя мое, мы должны расстаться с тобой на некоторое время. Как? Не спрашивай меня ни о чем. Если уж я решился расстаться с тобой на неделю, может быть, даже на 2, у меня на это есть очень серьезные причины. А куда я должна ехать, батюшка? В Людский замок, к моей сестре, где тебя никто не увидит и где ты будешь в полной безопасности. Даже слуги не будут знать, куда ты уехала. Тебя проводят 2 человека, в которых я абсолютно уверен. А вы? Вы не поедете со мной? Нет, дитя мое. Нет. Я должен остаться здесь. Ночью отец провожал нас. Я старалась быть спокойной, но смутная тревога не покидала меня. Не волнуйся, моя девочка. Так надо. Поехали. Стремните, барышня. За мной.
Господи. А где второй? Убежал, сударь. Барышня. Что это? Прошу прощения, сударыня, но вам придется последовать за нами. Куда? Туда, где вас никто не обидит. И где с вами будут обращаться, как с королевой. Поступайте с нами как вам угодно, сударь. Мы всего лишь слабые и беззащитные женщины. Все будет хорошо, сударыня. Барышня, ну не волнуйтесь. Я хорошо знаю здесь все окрестности. Поверьте мне, мы сумеем убежать. Прошу вас, сударыня, мы прибыли. Наконец мы подъехали к какому-то замку. Я понимала, что наше приключение вовсе не закончилось, а наоборот только начинается. Ужасное подозрение мучило меня, которое, к несчастью, вскоре подтвердилось.